Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии, вышивке крестом и немного о моей жизни. И я начинаю свой вышивальный влог. И в этом влоге, как всегда, вы увидите мои текущие процессы, что я вышиваю сейчас. И услышите историю. Кроме этого, я расскажу свои впечатления о недавно прочитанной книге, немножко, совсем капелька природы, и я надеюсь, вам этот влог понравится. Приятного просмотра. Да, совсем забыла, тайминг вы, как всегда, найдете в инфобоксе и можете выбрать интересующую вас тему. Друзья, спешу похвастаться вам, я закончила котика, и я его даже оформила. И сейчас я хочу снять видео о готовой работе. И я надеюсь, я его уже выложила к моменту выхода этого влога. Ну, посмотрите, какая красота необыкновенная вышла. Это вообще прелесть прелестная. Ну, конечно, бы мне хотелось... Вместился у меня весь котик, к счастью. Ну, хотелось бы мне, конечно, побольше воздуха вверху и внизу. Еще бы хотя бы по 2 сантиметрика было бы вообще идеально. Но, тем не менее, я рада, что он вместился. И посмотрите, какое замечательное просто произведение искусства у меня получилось. Шикарное, шикарное. Так что проходите и смотрите подробненькие отчеты вблизи этого котика в видео о готовой работе. Ну и как водится, после шовчиков захотелось повышивать крестики, и я взяла свою Эйфелевую башню в розах. Ой, я вам ставлю, что было и что стало. И я хочу сказать, что здесь прибавилось 1000 крестиков. Если вы их видите, я их, честно говоря, не вижу. Эти, конечно, незабудки. Это, как это называется? Марокко. Ну, в общем говоря, канитель. Да, канитель это называется. Когда там эти мелкие детальки, это все... 3-4 крестика и меняешь ниточку. И, как я уже говорила в предыдущем видео, предыдущий момент, когда я брала этот дизайн, я ошиблась, я зеленые здесь повышивала в 2 нитки, потом мне пришлось распарывать все эти листочки и вышивать они здесь в 1 ниточку, кроме вот этих самых темно-зеленых. И если я эти листочки вот здесь на незабудках, вот здесь там, опять же, видите, здесь же, ну, немножко, максимум здесь 10 крестиков, здесь немного, и все это в такое воздухе летает, и очень легко ошибиться, где-то промахнуться на 1 ниточку переплетения, на 2. И вот здесь мне еще предстоит вот это все распороть, все эти листочки зеленые, потому что здесь я тоже вышила в 2 сложения ниточки. И видите, какая, ну, разница заметная. Это все воздушное и прозрачно-акварельное, то это здесь тяжелое и грубое какое-то. Я вам поставила розы, вот здесь они должны быть, ну до роз я еще не дошла. И я уже вчера так обрадовалась, думаю, ну наконец-то я добила эти свои незабудки. А потом присматриваюсь поближе, вот сейчас я вам покажу, и у меня вот здесь вот такие пустые моменты, и все они как-то вокруг вот этих серединок зелененьких. Я думаю, это жужу неспроста, что же такое? И потом я вышиваю по саге и присматриваюсь я поближе, и оказывается, вот эти пропущенные клеточки, это все белым надо вышивать. И кроме того, что это все еще вот мне предстоит все эти незабудки заполнить этими белыми крестиками, и как вы можете видеть здесь, сколько их,
Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Ну, короче говоря, будет мне еще, предстоит мне это все. И, как вы понимаете, это все замедляется, эти процессы, постоянная закрепка, потому что протяжки здесь не сделаешь, потому что расстояние достаточно большое. Ну, вот, допустим, здесь у меня эти белые... Потом они здесь, ты ж не можешь вот это делать, такую протяжку. Вот здесь, поэтому надо будет все закреплять, вышивать, закреплять, вышивать, закреплять, вышивать. И даже на этом не закончится у меня, потому что каждый этот цветочек, листочек надо будет обвести бэком. И я там сокрушалась, что от дамского счастья я взяла только один набор. Нет, я теперь совершенно не огорчаюсь по этому поводу. Вот что у меня должно получиться. И я вот на этом моменте, и это даже не до конца. Не знаю, здесь видно. Ну, поверьте мне на слово, все эти цветочки надо обвести бэком. И мне, конечно, хотелось бы закончить эти хотя бы цветочки на этой неделе, ну, голубенькие, с бэком, со всеми делами, ну, полностью, чтобы вот это к голубому я больше не возвращалась. А потом голубой здесь останется вот только на птичках. Видите, здесь две птички. Вот здесь останется немножко на этих птичках, и все. И остальное пойдут розы. Я очень сильно надеюсь, что розы все-таки полегче будут идти, чем эти голубые цветочки. Все-таки здесь побольше зашивки, вот, ну, насколько я вижу. Хотя, как знать, листочки, опять же, ну, в общем, посмотрим. Ну, ради такого шикарного дизайна я считаю, что стоит пострадать, потому что, ну, согласитесь, это просто восторг дикий. Естественно, никакое полотенце я из этого делать не буду, в рамочку на стенку. И пока вместе все, до следующего включения. Та-дам! Литературная страничка. И, как вы помните, в прошлом видео я вам сказала, если я прочитаю эту книжку, и она мне... Если я ее прочитаю, это уже многое значит. И знаете, что я вам скажу? Да, она мне понравилась. И прежде чем я ее отнесу в библиотеку, хотела сказать пару слов об этой книжечке. Короче говоря, давно у меня уже так не захватывала книга. Последний раз это был Дикер, правда, по делу о этом писателе, короче говоря, я вам рассказывала уже 150 раз об этом. Второе, там, загадка комнаты 622, это я слушала аудиокнигу, а вот такие эмоции я, наверное, последний раз реально испытывала в школе, когда у меня между школой и тренировкой был час, и я разогревала борщ, ставила вот такую, ну, не такую точно, это подставочка из Икеи, ну, и, наверное, это скорее для планшета, либо для телефона, ну, для планшета, скорее всего. Были такие металлические для книжечек, которые для уроков, чтобы делать уроки, я использовала. И я ставила вот так книжку, открывала ее, ела борщ и читала. И вот мне это прям вот напомнило эти времена, как я за поем читала «Мушкетеров», там «Графа Монте-Кристо», и вот я эту книжку тоже читала, и меня она захватила, так что... Ну, жесточок такой, в некоторых моментах прям как бы жестко-жестко, ну, даже начало там такое, шок-контент. Я вам постараюсь себе не спойлерить, а так для затравки начала расскажу, и я думаю... Кому нравится такой стиль, типа триллер, не триллер, любовный роман. Здесь много даже таких интимных сцен эротических, так что любовный роман немного с триллером,
с загадкой, интересная. Начинается с того, что наша главная героиня, она писательница, которая была в паузе, потому что у нее была больная мать, и она там за ней ухаживала последний год и совершенно не писала, а тут ей предлагают контракт, и она идет навстречу со своим, как это называется, человеком, который продюсер, да, и представляет ее интересы, и они должны встретиться с теми людьми, которые ей предлагают контракт. И это происходит все в Нью-Йорке, и она на переходе стоит и ждет зеленый свет, и рядом проходит пешеход, который втыкает в телефон и не обращает внимания, что вообще-то красный свет, и его сбивает там какой-то грузовик и раздавливает его, и вся кровь брызгает на ее одежду, а она в шоке, там чуть ли не в бессознательном состоянии, садится на землю, отползает от этого события, ну, короче говоря, вот вам начало такое. И никто, понятно, не обращает внимания на нее. И только один мужчина помогает ей встать и предлагает пойти в кафе и там помыться, умыться, привести себя более-менее, прийти в себя, скажем так. И понятное дело, что это наш второй персонаж главный этого романа. И вот у них там начинается, они закрываются в туалете там в этом кафетерии, и она там приводит себя в порядок, умывается. Он галантно снимает свою рубаху, сорочку и предлагает ей. И понятное дело, что он красавец там атлетического сложения, вообще прекрасен и замечательный. Да, есть такие немножко кич-кич, но тем не менее не перебор. Нормально. И, естественно, она видит его там и влюбляется за то, что он так добр к ней, за то, что он там заботится о ней, они там между ними проскакивает искра. Ну и, короче говоря, в конце концов она помылась, умылась, одела его рубашку, они выходят, и их пути как бы расходятся. Она идет навстречу со своим директором, или как он там называется. Я читала на итальянском, поэтому я не знаю, как это на русском будет. И они идут навстречу со своими, скажем так, кто им предлагает контракты. И ясно, прекрасно, что контракт предлагает он, потому как его жена, здесь как бы не очень приятный, конечно, моментик, он женат оказался, что расстраивает. И его жена очень знаменитая писательница, которую она, понятное дело, наша героиня знает, и она читала ее романы, и она такая замечательная, чудесная. Но она сейчас в кризисе, и ей надо соавтор, и ей предлагают соавторство. И, в общем, она на это соглашается. И как дальше происходят все эти события, она едет туда, она узнает, почему жена его не может писать, все это происходит, и мы уже понимаем, что они влюбляются в друг друга. И эта книга, как и предыдущая с этой загадкой комнаты, меня очень... Я, наверное, слишком наивная. Меня настолько всегда впечатляет, как люди могут манипулировать другими людьми, как они могут врать и не запутываться в этой лжи и вывернуть так это все в свою пользу. И, ну, в общем, для меня это очень, очень сложно. Лгунья из меня никакая. Если я что-то совру, в следующий раз я про это забуду и уже расскажу что-то совершенно другое. И показания, как говорится, не сходятся, что-то тут не так. Поэтому я не вру, потому как ума мне не хватает врать и манипулировать так людьми. А здесь, ну, просто это фантастика. Это я вот... И вот в этой книге тоже настолько манипуляция человеком, настолько ты поражаешься просто такому таланту. И еще что
ты в конце этой книги, ты заканчиваешь эту книгу, и ты, честно говоря, на таком двойственное у тебя какое-то остается послевкусие. Ты не знаешь, все равно в конце книги ты не знаешь, где правда. Кто прав, кто виноват. И тебя она оставляет такой сконфуженной, как это сказать, сбивает она тебя с толку напрочь. И, это как бы захватывает. Короче говоря, если вам интересно, что там случилось, а это интересно достаточно, и я рекомендую эту книжечку. Я думаю, кто любит в таком стиле, понравится. Я поехала в библиотеку, отдам книжку. Кстати, порекомендовала эту книжку кто-то из вышивальщиц. Простите, я не помню. Вот здесь написано номер 1 для Нью-Йорк Таймс. И говорят, что это знак того, что книжка супер. Колин Хувер, Verity. Наверное, на русском языке она так и будет называться Verity, потому что это имя. Тут какое-то совещание происходит. Я обвела бэком все эти цветочки, и чтобы вы понимали, этот бэк только 500 значков. Я офигела. После того, как я выпустила видео про котика шовчиками, мне все так написали: ой, какая ты молодец, это ж так тяжело, эти шовчики, это так сложно, и все. Ребята, сказать вам честно, вот это для меня было намного сложнее. Обвести каждую эту незабудку этим бэком. И сейчас в общей сложности здесь 5000 крестиков. Вы представляете, вообще 5000 крестиков, это званый ужин от Надежды Нагорной. Я вставлю картиночку, если найду. Это уже полное все сделано. А это у меня даже нету 20% еще, на секундочку, здесь. Пока я уже все подустала я от этого всего, но я довольна, я сделала. Голубые у меня некоторые даже, не некоторые, один. Это светло-голубой, он все, больше его не будет. А там какой-то такой бирюзовый, там будет только птички и все. И не хочу я продолжать, знаете почему? Потому что мне это все надо распороть. Тут выяснилось, и этот цвет розовый, он тоже должен быть в одну ниточку. Надо зарубить себе на носу, что французские дизайны практически все вышиваются в одну нитку, и это надо четко помнить и смотреть внимательно, потому как эти все розы, это все, и эти цветочки, и эти листочки, кроме Эйфелевой башни, мне надо распустить все остальное. Так красиво, и пока откладываю я в сторону эту башню, чтобы меня от нее не тошнило, и возьму что-нибудь другое, сейчас покажу, что. И, пожалуй, возьму я птичек повышиваю, собственно, не птичек, а алфавит повышиваю. Сижу на улице, птички у меня здесь поют, так хорошо и замечательно, выходной день сегодня у нас. Хотя что это для меня меняет, тем не менее. Где-то остановилась, на букве Т я остановилась, и мне еще этот алфавит шить. Вот сюда. И
потом здесь будут уже птички. Но птички я оставлю на потом, чтобы уже в конце такой финишная прямая у меня была быстрая, легкая и приятная. А сейчас, не знаю, либо рамочку сейчас вот здесь у меня уже повышиваю, или все-таки буквы. Оставайтесь, увидите, что я там навышивала. Итак, вы готовы? Запаслись попкорном? И если да, тогда я продолжаю мою историю. Сначала подумала, ничего, сейчас шок пройдет. Я разберусь, что к чему, и все станет на свои места. Тут какое-то недоразумение. Я чего-то, наверное, не понимаю. Но нет, я вообще не могла раздуплиться, что происходит, потому что в какой-то определенный момент все начали громко о чем-то говорить и на разных языках, на немецком и на итальянском. Ни одного, ни другого я не знала, и уловить смысл разговора я никак не могла. В этот момент я чувствовала себя реактивным самолетом, у которого вдруг внезапно отказали оба мотора. Но он пока еще планирует по инерции, потому что мгновение назад он несся со скоростью света. Но через мгновение наклонится носом вниз и войдет в пике. Но пока этого не произошло. И меня отправили в ближайший торговый центр на шопинг, чтобы самим разобраться без посторонних, то есть без меня. Понятное дело, настроения на шопинг, мягко сказать, не было. Я села в кафетерии перед чашкой кофе и тупо просидела так 2 часа, пока за мной не приехал. В голове было так много мыслей, которые перебивали друг друга, которые наслаивались, толкались, и из этого ничего разумного не придумывалось. Мне казалось, что только мгновение назад я была в оживленном месте с доброжелательными, улыбчивыми людьми вокруг, и в какой-то момент налетел ветер и унес всех этих людей. Дома, города, соборы, гондолу, собаки на парковке, вазы с цветами, часы с кукушками, нарядного австрийского извозчика с его лошадьми и санями. И я осталась совершенно одна в какой-то белой ледяной пустыне, в чужом городе, в чужой стране. Меня никогда не пугало так одиночество, как в этот момент. Наконец-то он приехал за мной, мы поехали домой. Там уже никого не было, подруга свалила к себе домой. Дочек и бывшей тоже не наблюдалось. Мы поужинали какими-то бутербродами, он молчал, а я ждала каких-то объяснений. Я хотела понять вообще, что происходит. Он начал с оправданий о том, что с бывшей они ездили в Будапешт только для того, чтобы как раз закончить все свои отношения. Но для меня было как-то вообще непонятно, как можно целую неделю в Рождество заканчивать отношения в одном номере в Будапеште. Он мне клялся, что у них вообще ничего не было, но меня было трудно убедить, почему она в таком случае приехала сейчас тебя здесь встречать. Это потому, что мы остались друзьями, а у меня, оказывается, восточный менталитет, и я вообще не понимаю. Я так подумала, скажи спасибо, что у меня не латиноамериканский менталитет, а то бы вы вообще оба живыми не вышли из этого дома. Одним словом, эти выяснения отношений продолжались чуть ли не до утра. В конце концов, оба уставшие и злые, мы просто вырубились и так и заснули одетые, отвернувшись друг от друга. Утром, когда мы вышли на кухню попить кофе, там мы встретились с его бывшей, со старшей дочкой. Старшая дочка уже убегала на учебу, а бывшая была достаточно милая и доброжелательная. Там что-то о погоде и о природе мы поговорили. А мы, соответственно, были злые и угрюмые, не выспавшиеся. После завтрака я пошла в душ, а когда вышла из душа, меня ждала еще одна новость. Его младшая дочка в знак протеста объявила голодовку. Поэтому-то ее и не видно было утром на кухне, подумала я. Но, честно сказать, я вообще не поняла, против чего или кого она протестовала. Но мне уже было плевать. Самолет стремительно несся к земле, и я понимала, что через секунду он, то есть я, разлетится на мелкие кусочки.
А я села на кровать, уронила руки на колени и сказала: я хочу домой. Мне надо подумать. А тебе надо разобраться со своими женщинами и поговорить с ними, и тоже решить, что ты хочешь. Если это между нами было просто развлечение, ну, спасибо за чудесное путешествие и желаю тебе счастливой жизни. Я говорила эти слова, а сама не верила своим ушам. Я вообще не плакала. Но внутри меня так трясло, как в ознобе. Неужели он притворялся все эти полгода? Неужели я такая слепая, глупая, наивная, не видела обмана? Неужели у меня напрочь отсутствует интуиция? Я была 100% уверена, что он испытывает взаимные чувства ко мне. На следующий день я улетела в Донецк. Я сидела в самолете, и тут, наконец, на глаза навернулись слезы. Тогда я впервые поняла, что значит горькие слезы. У меня не было истерики, я не рыдала взахлеб. Но эти слезы, казалось, были такие густые и тяжелые, что они причиняли боль глазам. И, наконец-то, они горячими струями выкатились из глаз и покатились по щекам. Я смотрела в окно иллюминатора, и все 3 часа слезы катились и катились по щекам. Не знаю, я, наверное, там полсамолета затопила. Дома надо было притворяться, что все хорошо, чтобы не расстраивать ни дочку, ни маму. Но они у меня обе женщины не глупые и все поняли. Но с вопросами не лезли. Подружкам я рассказала о путешествии, показала фотографии. И даже в какие-то моменты, благодаря чудесным воспоминаниям, мне казалось, что все хорошо. От него никаких вестей не было. Первое я писать не собиралась. Через неделю я поняла, что надо искать работу, так как деньги имеют такое одно дурное свойство – они быстро заканчиваются. Я довольно быстро нашла работу, чему я несказанно удивилась и обрадовалась. Мне предлагали хорошую зарплату, но будут командировки, предупредили меня. Но за них еще и доплачивают. Когда вам говорят командировки, вы думаете, ехать на 2-3 дня, максимум неделю в другой город. Во всяком случае, так думала я. Естественно, я согласилась. Первая командировка была в Харьков, потому что администратор неожиданно, это вообще никак нельзя было предположить, ушла в декрет. И надо было ей найти замену. 9 месяцев не хватило, понятно. Мне сказали, поедете, максимум неделька. Неделька перешла в месяц, месяц в полгода. Через полгода наконец-то нашли и обучили нового администратора. Я облегченно вздохнула и поехала. Но нет, не домой, а в Киев. Теперь там надо было кого-то замещать. Потом надо было бы открывать филиал в Луганске, набирать и обучать людей. И если раньше я моталась из Киева в Донецк на самолете, то теперь это были поезда. И не всегда получалось сдать билет в купе. Даже сейчас, вспоминая эти поездки, я слышу этот запах, какой-то неистребимый запах этих вагонов. Помните, как у Верки Сердючки? Что це воняє? Меня реально мутит от него. Особый, конечно, кринж – туалеты. Однажды мне повезло, и один из туалетов в вагоне не закрывался. Там кто-то выломал замок, не знаю зачем, не спрашивайте. И утром, когда все проснулись и ринулись в туалете, в тот, что с замком, естественно, образовалась очередь. А меня так поджимало, что я подбежала в тот без замка. И вот картина маслом. Я стою в раскорячку, одной ногой придерживая дверь на случай, если кого-то еще поджимает, 2 руками уцепившись за все, за что можно было уцепиться, стараясь не смотреть вниз на металлический унитаз, который наполовину разъела ржавчина. И в этот момент поезд тормозит, и я со всего маха бьюсь лбом об металлический умывальник. Искры из глаз, попа на этом унитазе, одновременно противно и мерзко попе, и больно и обидно лбу. Тошнит обеих. На лбу моментально выросла шишка, и к прибытию поезда на вокзал начала синеть и растекаться под глазами. Челка и очки в массивной черной оправе слегка поправили положение, но не самочувствие. Потом начали ходить современные поезда. Они были покомфортнее и побыстрее, туалеты почище и с замками, но там были кресла.
И отправлялись они, как правило, в полночь, приезжали в 6 утра. И выспаться в этих креслах, как вы понимаете, не представлялось возможным, а целый день надо будет работать. И поэтому я по-прежнему выбирала эти вонючие поезда, которые шли на 2 часа дольше, воняли с ужасными туалетами, но с полками, где можно было вытянуться в полный рост, а не сидеть, согнувшись в 3 погибели на комфортабельном кресле. И я решила, воняет, за мной не гоняет, а спина мне дороже. Я как-то отвлеклась на эти поезда о больном, о наболевшем, скажем так. Так вот, работая в Харькове, тут на мой день рождения я получила букет роскошных роз. В записке было только поздравление с днем рождения. Курьер попросил фото в доказательство, что доставил букет, и я поняла, что это откуда-то из-за границы. А от кого еще могли эти быть розы? Все понятно. В середине января мало кто мог позволить такую растрату из моего круга знакомых. Вечером мы отмечали с подружками мой день рождения. А теперь поднимите руку, кто по пьяни звонит своим бывшим. Я в вашем числе. Во всем виноваты розы. Я не позвонила, я накатала гневное письмо. На утро, когда я его перечитала, сказать, что я об этом пожалела, так нет. Я высказала все, что накопилось в течение этого года, точнее 10 месяцев, 5 дней и 3 часов. Шучу, конечно. Он мне ответил. Дальше мы общались в чате. Помните, модно было? Само собой, он начал с извинений. Я спросила, что так спустя столько времени вдруг вспомнил про меня? Я не забывала, говорит. Только сначала мне было стыдно, и я не знал, как оправдаться за то, что я натворил. А потом прошло время, и мне было стыдно, что я тебе не позвонил, и не было как-то подходящей оказии. Мог бы меня на Рождество пригласить в Будапешт, съязвила я. Вот и поэтому тоже, говорит, знал, что ты на любое мое предложение ответила бы что-нибудь типа этого. А я, что вдруг такие мы робкие стали? Раньше что-то я такого не замечала. Злая ты, говорит. Конечно, говорю, была я добрая, белая, пушистая, ждала долго каких-то вестей, как мать Белоснежки смотрела на белое поле. Время лечит, выздоровела. Так что у меня нет ни одного шанса, говорит, я все разрушил. Ты разбил мне сердце, написала я, и подумала, если бы мы просто говорили, я вряд ли бы вообще произнесла эти слова. Как-то они выглядят слишком театрально, как в «Любовь и голуби». Что ты как в театре, так и я. «Можно я приеду?» – спросил он. «Ты свободный человек, едь куда хочешь. Тем более тебе даже визы не нужны», – сказала я. В то же время думая сама, приезжай, пожалуйста. Если вы думаете, что он приехал, упал на колено и попросил у меня руку и сердце, то нет. Он приехал, мы повыясняли отношения, помирились, и он поехал домой. Потом он приехал через месяц снова. Я уже работала в Киеве, и у меня случилось дежавю. Вот мы снова в нашей любимой кофейне, болтаем и смеемся. В этот момент я поняла, что меня-то наконец отпустило. Я расслабилась, поняла, что все было по-настоящему. Он действительно разделял и разделяет мои чувства, а просто по глупости накосячил, потому что, несмотря на все свои достоинства, у него есть куча недостатков. И самое главное – это неумение говорить, извиняться. Смогу ли я принять эти недостатки? Смогу ли я любить и доверять ему, как прежде? Наверное, да. Я тоже не ангел. И в 40 ты не такой принципиальный, как в 20. Потому что понимаешь, что быть ангелом невозможно. Поступать всегда правильно невозможно. Невозможно не делать ошибок. Если вспоминать, сколько я накосячила, сколько я сделала ошибок. Так что, как говорится, бросьте в меня камень, кто без греха. Пока я летала в облаках и размышляла обо всем этом, он внимательно посмотрел на меня, взял мою руку и спросил: «Ты хочешь стать моей женой?»
Ну вот, друзья, и все. Вот такая история знакомства с моим мужем. Напишите мне, понравилась ли вам история. Я еще пока не знаю, оставлю я эти видео с историей на канале, потому как мне это чем-то напоминает душевный стриптиз. Так что, кто хочет ее послушать, пользуйтесь моментом. Ну, если я буду ее удалять, я об этом сообщу. Всем спасибо за внимание. Ну, кто со мной давно узнает, это мое любимое место. Ходить на озеро. Здесь купаться запрещено, ловить рыбу запрещено. И мы этого делать не будем. По большому счету, там можно пройтись немного дальше, вот там. И там есть бар, Лида называется. И в нем есть маленький пляжик, где можно искупнуться. Ну, что-то мне не хочется сегодня купаться. Не буду я открывать летний сезон еще, потому что только горло прошло. Насморк еще остался. Просто полюбуемся красотой. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу неделя, и это заключительное включение. Видите, уже осыпались мои розы. И я вам покажу, что же я навышивала на своем алфавите с птичками. Навышивала я не так уж много, я вышила всего лишь 4 буквы. Как я уже говорила, эти буквы, они такие времязатратные, скажем так. Несложные, не могу я сказать, что там что-то сложное, но время они, конечно, занимают предостаточно. И вот, как вы можете видеть, я вышила букву G, T, K и U. Вот эти 4 буковки я вышила. И вот какие они красивые получились. Посмотрим на них поближе. Как я вам уже говорила, здесь ниточки Wix Dye Works, и они с такими легкими переходами. И вот они все пастельные, и особо большой разницы в них не видно. Хотя здесь вот, допустим, зелененькая, потом идет вот это желтенькое, вот это серенькое, ну серенькое видно. Потом тут вот эти вот крестики в основном все, они желтенькие. Но видите, вот здесь переход, и этот желтенький, этот беленький практически получился. Вот эта вот ниточка розовая. Ну, 6 цветов в этом дизайне, и все 6 цветов присутствуют в каждой букве. И вот такие красивые буквы получаются. Я не знаю почему. Я уже на обороте не заморачиваюсь, где можно сделать протяжки. Я делаю протяжки, потому что если еще и закреплять, вот, ну вот буквально ромбик, потом здесь где-то там ромбик, я уже сейчас даже не вижу. Вот здесь розовый ромбик. И вот здесь вот они розовенькие эти. Ну, короче говоря, и делала я протяжки. Изнанку лучше не смотреть, не для слабонервных там картина. Но, тем не менее, вот так красиво получается. Не знаю, осталось мне еще 3 листа из этого буклета. Сейчас я отодвину розы, чтобы они совершенно полностью не облетели у меня. И нужно было все посмотреть вместе. Вот посмотрите, какой очень красивый дизайн. И какая красивая получается вышивка. Мне нравится безумно. Конечно, очень возни много, но, на мой взгляд, оно того стоит. У меня как-то период с вышивкой, что
2-3 крестика закрепка, 2-3 крестика закрепка. На этой неделе все такие дизайны были, что Эйфелеву башню в розах я брала, эти незабудки вышивала, что здесь. Ну, хотела как-то поменять, а получилось, что то же самое. Мне теперь хочется взять что-нибудь такое, чтобы можно было шить, и не, пока ниточка не закончится. Но у меня даже такого дизайна нету, хотя сюазик есть. Но там уже платье вот этим бесконечным черным зашито. И все. И теперь надо там тоже смена ниточки будет. Но тем не менее, все-таки там побольше зашивка. Так что на следующей неделе я надеюсь, что я пошью немного сюазик. Может быть, я что-то возьму, потому как, ну, котика закончила, хочется, наверное, что-то начать. Как это? Уменьшаться у меня будут начатые работы. Так что я надеюсь, вам это видео было интересно. Вы досмотрели до конца, за что вам огромное спасибо. Вы поставили лайк, еще больше спасибо. А если вы уже на комментарии решились так, вы вообще просто мой герой. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Я желаю вам прекрасных выходных. Всем пока-пока.